Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о кифозе, о его причинах, о том, как исправить и какие возникают проблемы при исправлении. Итак, что такое кифоз? Кифоз – это когда позвоночник имеет изгиб больше, чем нужно. То есть, вот у нас есть какие-то нормальные изгибы позвоночника, да? Если это позвоночник, вот у него вот такие вот изгибы, да? Они нужны для амортизации. Ну, это все знают, я не буду это объяснять. Вот, но если у вас в грудном отделе вот эта вот дуга меняется, да, допустим, она становится сильнее, вот так, а здесь будет меньше. Вот это и есть кифоз. Вот это и есть кифоз, когда у вас вот дуга становится больше нормы. Больше нормы. При этом меняется весь, дуги во всем позвоночнике поменяются, потому что не бывает так, чтобы какой-то отдел поменялся, а остальные остались нормальные. Вот это, наверное, то, чего, по-моему, не понимают мануальщики, да, и в том числе остеопаты. То есть они пытаются править какой-то отдельный позвонок, но не бывает такого, чтобы позвонок один взял и сместился, да? То есть это может быть только в результате травмы. В остальных случаях это следствие изменений во всем позвоночнике. А это, в свою очередь, изменение позвоночника, это, в свою очередь, следствие изменения в осанке. И вот кифоз – это не исключение. То есть кифоз также является следствием изменения во всей осанке. И давайте мы разберем, какая же причина. И сам позвоночник нам показывает причину. То есть у нас вот этот вот грудной отдел, он изогнулся сильнее, да? И вот это показывает нам, где вот эта причина. А вот здесь грудная клетка, да? То есть это говорит о том, что межреберные мышцы либо сбоку, либо спереди, либо и там, они сократились. И расстояние между ребер, оно стало меньше, чем должно быть. И вот это привело к тому, что сжался позвоночник. То есть позвоночник стал длиннее, вот эта линия длиннее, чем спереди, да? То есть давайте я вам это нарисую как-то по-другому, да? Ну, например, у вас есть шарик, да? Вот, допустим, у вас есть шарик, и вот у вас есть две линии, да? Вот эта линия, вот, и вот эта линия. И вот представьте, что длина вот этой линии сократилась, да? То есть у вас что произойдет? У вас сместится полюс, да? То есть здесь сократилось, а здесь осталось неизменное. Будет вот так как-то. Вот. И вот эта вот модель с шариком, она демонстрирует, как этот кифоз возникает. То есть у вас вот прямая линия превратится в угол, да? То есть вот эта линия, сейчас я ее обозначу красным, она когда-то была прямой, допустим, а стала вот такой, потому что вот здесь сократилась у нас. Сократилась. И вот то же самое происходит с грудной клеткой. То есть если передняя поверхность грудной клетки или боковая, то есть межреберные мышцы, сжимаются, то возникает вот такой вот кифоз. Ну, как следствие, самая большая проблема – это то, что вызовет зажим шеи после этого. То есть вы никогда не решите проблему шеи, если у вас есть кифоз. И наоборот, если вы хотите решить проблему шеи, надо устранять кифоз. И, значит, очень часто, вот и я сам, и мои ученики, исправляя кифоз,
сталкиваются с определенной такой штукой, проблемой. Более подробно об этом я рассказываю в своем курсе «Визуальная диагностика и биомеханика осанки». Вот если вы специалист, то вам будет это очень интересно. Поэтому я сейчас коротко расскажу об этом. Ну, надеюсь, что новичкам тоже будет понятно, но может быть и нет. Если непонятно, то вот изучайте курсы, и тогда все станет на свои места. Так вот, вот этот вот кифоз приводит к изменениям во всей осанке. И прежде всего будет зажата поясница. Как правило, у таких людей очень часто мерзнут ноги. Мерзнут ноги, проблемы с почками, с кишечником, с нижней частью тела. Почему? Потому что вот этот вот кифоз приводит к излишнему лордозу. Причем этот лордоз, он становится такой локальный. То есть в какой-то 1-2 позвонка. И давайте я объясню, почему так происходит. Допустим, у нас есть правильная осанка, да? Правильная осанка, вот эта вертикальная линия. И вот где-то здесь расположен таз. И где-то вот грудная клетка и голова. Вот это все находится на одной линии. Но как только у вас появляется кифоз, у вас нарушается равновесие. А именно, кифоз, он выпирает вот сюда, назад. Назад, вот так. То есть смещение грудной клетки назад происходит. Это нарушает равновесие. Тогда, чтобы восстановить равновесие, тело смещает таз вперед. Грудная клетка назад, таз вперед. Равновесие восстановлено. Но, как правило, здесь есть наклон таза, и вот это вот изгиб, он начинает происходить вот здесь, в пояснице. Часто вот верхнепоясничный или среднепоясничный. Третий может быть позвонок. Но, как правило, это не пятый позвонок. Как вот это бывает в других случаях. Второй, третий. И то, что иннервируется отсюда, начинает страдать. Начинает страдать. Таким образом, часто болит поясница, но причина в межреберных мышцах. То есть, если межреберные сжались, то они создали кифоз и нарушили равновесие, которое создало зажим в пояснице. И не только в пояснице, но что хуже, чаще всего здесь страдает шея. И очень часто, вот мои ученики мне пишут, и сам я столкнулся с этим, потому что у меня тоже есть кифоз, и растягивая косые мышцы живота, я столкнулся с тем, что у меня, вот здесь сбоку, что у меня увеличивается вот этот вот прогиб. То есть наклон голени вперед увеличивается. То есть вот такая вот осанка, она увеличивается, да? То есть я стоял более ровно, а стал стоять вот так. И почему это происходит? Давайте я вам это все нарисую. Это происходит потому, что вы растягиваете косые, не растягиваете межреберные. Потому что, смотрите, предположим, что вот это вот кифоз, а вот это грудная клетка, да, вот голова. И вот здесь вот косые мышцы. Но вот эта вот дуга, она остается неизменной, если не растянулись межреберные мышцы. Если же вы растянули косые, то что произойдет? Дуга, вот этот угол, он останется неизменный. Но вот в этой точке произойдет ротация, вот такая, с увеличением, значит, поясничного лордоза. А вот эта вот дуга, она останется неизменной, видите? Просто она вот так ротировалась вот сюда. Относительно вот этой точки, это переход, 11-й позвонок, точнее 12-й. 12-й грудной. Это переход между дугой
грудного отдела и поясничного. То есть меняется дуга на противоположную. Но в результате вот такой вот растяжки у вас смещается сильнее грудная клетка назад. И, следовательно, телу нужно компенсировать. А как оно компенсирует? То есть, если грудная клетка смещается назад, то таз смещается вперед. Вот. И вы получаете вот что. То есть, на фото вы увидите, что у вас наклон голени вперед увеличился. То есть, это будет выглядеть вот так. Вот так. То есть, казалось бы, вы растягивали мышцы живота, но получили вот этот вот наклон голени, потому что у вас увеличился выдвижение грудной клетки назад. Несмотря на то, что оно вроде бы распрямляется, поэтому при исправлении кифоза надо всегда тянуть совместно и косые мышцы живота, и межреберные. Причем межреберные здесь имеют даже большее значение, чем косые мышцы живота. Даже больше. Во всяком случае, вот такой вот опыт. Но это, конечно, очень индивидуально в разных случаях. И надо смотреть и рассматривать каждого человека в отдельности. Ну и как это делать, я вот учу на своих мастер-классах и в своем курсе визуальной диагностики.